Олеговна очень умная, коварная женщина. Она уже убивала раз, и это все сошло из рук. Так что... Смотри, Серег, там кто-то есть. Мака, ты чего? Твою мать. Ты ведь говорила, мама, что в нашей семье редко выходили по любви. Да успокойся, ты можешь нормально объяснить? Сам в этой истории Мошин забыл. Ну и дела. Итак, если не Инга, то кто убил Яновских, это раз. И второе, что за раненый в хижине у Яновского. Слушай, а может тот же, кто был вчера во флигеле, а? Там же тоже кровь на полу и платок в крови. И все это крутится вокруг истории с Таней Крыловой, которая спокойно жила в этом флигеле, а потом вдруг взяла и ни с того ни с сего утопилась. И вокруг мужа Шестаковой, которого застрелили чуть ли не в тот день. Ага, и теперь Шестакова ходит к Козыреву и требует, чтобы тот не беспокоил мертвых. Вот я думаю, может быть, Таня утопилась из-за него? Из-за Козырева? Да. Может быть. Не надо было этого делать. Ты про сеансы? Я не думал, что так получится. Как так, Лара? Я не понимаю. Ты не видишь? Мы вызвали Таню, она сердится и мстит живым. Это я виновата. Лара, ты ни в чем не виновата. А кто? Мама права, я ничего не могу сделать как следует. Я хотел, чтобы она успокоилась, а она злится. Лара. Слушай, Бабкин, может, ты прав насчет привидения утопленницы? Я смотрю, ты расстался со своим скептицизмом. Нет, что ты делаешь, а? Прости. Все. Ну, в некотором метафорическом смысле. Я вот что подумал. А если Татьяна Крылова действительно могла поехать обратно? У нее же была дочь. Держи. И если дочь узнала что-нибудь о своем прошлом, то что мы не смогли раскопать, а? Например? Например, про своего отца, из-за которого ее мать могла утопиться и решила приехать сюда. Зачем? А вот подумай, может быть, узнать о своей матери? А может быть, Серега, отомстить, а? Так, сколько же ей сейчас лет? Приблизительно лет 20, да? Да. Я скоро. Ты куда? Таню Крылову передали тогда в органы опеки. Так. Вот с них и начну. Отлично. Выздоравливай. Спасибо. Отлично. В органах опеки сказали, что полгода назад Соню Крылову разыскивала какая-то женщина. Да, некая Рогова. Я так поняла, дальняя родственница. Но информацию о детях мы не имеем права раскрывать. Так ей сказали. Вам я могу повторить все то же самое. Я понимаю. А может, вы дадите адрес этой родственницы? Ведь это не засекреченная информация. Адрес, пожалуйста. Насколько я помню, она живет в доме престарелых. Диктуйте. Слушай сюда, Илюшин. Оказывается, мы не первые, кто интересовался судьбой Сони, дочки Тани Крыловой. Некая Наталья Рогова. Она полгода назад разыскивала Соню. Кстати, работала в Тихогорске паспортисткой. Подожди. Получается, что Крылова и родственница? Ну, пока точно не могу сказать, но с уверенностью говорю тебе, что она очень была виновата перед Соней. Так, а как нам найти Рогову? Ну, к сожалению, мы это не сможем узнать, потому что Рогова 3 месяца назад скончалась и свою тайну унесла с собой в могилу. Но я достал адрес Сони. Его дала мне медсестра. Из дома престарелых она как раз по просьбе Роговой посылала письмо Соне. Так что вот так, Илюшин, работаем. Ну теперь, если ты готова, мы можем начинать. Ты уверен, что мы не сделаем еще хуже? Но ведь мы же ее уже вызвали, так? Она здесь, и у нее есть незаконченное дело, иначе бы она не пришла. Я понимаю. Лариса, мы должны во что бы то ни стало довести наше дело до конца. Мы не можем бросить все вот так на полдороги. Хорошо, я готова. Начнем.
точно готова? А теперь следи за моим кристаллом. Дыши ровно, спокойно. Желтый приятный свет попадает внутрь тебя. Лариса, ты сейчас с ней? Да, Где вы находитесь? на берегу пруда. Что она делает? Она мертва. Она утонула? Нет, она не утонула. Ее утопили. Кто этот человек? Он в плаще с капюшоном, и темно. Лариса, ты должна постараться заглянуть и увидеть лицо человека, который убил Татьяну. Нет, нет. Он может не заметить. Лариса, постарайся. Лара, постой! Ну постой, постой! Ну поговори со мной, Лара! Я не могу говорить об этом. Ты ничем не можешь мне помочь. Мы все решим, Лара, я обещаю. Просто скажи, кого ты видел? Он мне открыл, кто ее убил. Открыла. Ее сунули под воду и держали там, пока она не задохнулась. Знаю, кто это сделал. Кто это Как сделал, мне Лариса? теперь с этим жить? Кто это был, Лара? Как мне теперь с этим жить? Кто это был, Лариса? Оставь меня! Ты ничего не можешь сделать! Ты ничем не можешь мне помочь! Лариса! Что ты творишь? Ты знаешь, что это за препарат? Лариса, ну ты же понимаешь, что это не выход. Все. Я не могу. Я не хочу так жить. Я все устала. Я не могу. Лара, просто расскажи мне все. Вдвоем мы что-нибудь придумаем, я тебе обещаю. Но ты не должна молчать. Ты не должна переживать все в одиночку, Лариса. Ну все, пойдем. Пойдем. Недавно Соня получила письмо. Что-то насчет своих родителей. Когда это было? В начале месяца. Соня взяла отгулы и уехала. Должна была 2 дня назад вернуться, но не вернулась. А куда именно она уехала, не знаете? Куда-то в Тверскую область. Поселок Тихогорск. Тихогорск? А у вас есть фотография Сони? Да, есть. Сейчас. Так, сейчас не то. А, вот она. Спасибо. Думаю, пора определиться, Ольга Федоровна. Это Соня. Дочь той самой женщины, которая 22 года назад утопилась. Очень милая девушка. Но, убей бог, я не понимаю, что я должна вам объяснить. Несколько дней назад Соня сюда приехала. Она вышла на повороте к вашему дому. И с тех пор больше ее никто не видел. А вы уверены, что она направлялась именно сюда? Бабкин, ну ты как думаешь? Врешь из такого, а? Да кто ее знает? Так, еще раз.
Водитель Давай. сказал, что высадил Соню на повороте. Оттуда до дома Шестаковых меньше километра. Вопрос, куда она делась? Погоди. По дороге к Шестаковым дом Козырева. А если у Козырева был роман с Татьяной Крыловой? И, может быть, Соня его дочь? Может, к нему она и ехала? Пошли. Но я ничего не знал. А почему вы решили, что она пошла сюда? Что самое интересное, Ольга Федоровна Шестакова задала нам такой же вопрос. Надо срочно сообщить полицию. Пусть официально оформят расследование, начнут поиски. Черт, кто бы мог подумать. Одно лицо. Я должен был это сделать раньше. А что сделать? Найти эту девочку. Но я почему-то решил об этом не думать. Подождите, поправьте меня, если я не прав. Соня ваша дочь? Дочь моя? Да. Не, ну что вы, нет, конечно. Подождите, почему вы должны ее найти? Видимо, пришла пора рассказать правду. О том, что произошло здесь 22 года назад. Почему мы не общаемся с Шестаковой? Спасибо. Присаживайтесь. Лара, так что же все-таки случилось во время сеанса? Ты говоришь, что Таня не покончила с собой? Ее утопили? Да. Это произошло здесь. Видите ли, Шестаковы были не очень счастливы в браке. Ольга больше занималась домом, ей было наплевать на мужа. И тогда Шестаков завел роман с Татьяной, и Соня его дочь, так? Они любили друг друга. Таня родила ему дочь. Но она не хотела разрушать семью. Ее все устраивало как есть, а он наоборот хотел развестись. Он хотел жениться на Тане, признать дочь. Это был единственный его ребенок. Да, единственный. Леня и Лариса – это дети Ольги от предыдущего брака. Я тогда пошел к Шестакову, нам надо было выяснить ситуацию по поводу леса. Я пошел через сад. И там я стал свидетелем убийства. Кто это был? Кто утопил Таню? Моя мама. Шестакова держала Таню за волосы головой в воде. Я издалека как-то не очень разобрал, что там происходит, а когда понял, было уже поздно. Шестакова убила Татьяну. Да, Шестакова. Она когда поняла, что натворила, у нее сразу истерика случилась. Она плакала, орала, кричала, валялась на земле. А почему? Она накануне узнала, что муж подал на развод. Он вечером зашел в администрацию и написал заявление на установление отцовства. Я правильно понимаю? Паспортистка была Рогова?
Да, Рогова. Она тогда работала в администрации. Поэтому Шестакова прекрасно понимала, что при разводе ей ничего не достается. И допустить этого никак не могла. Я была у Тани в комнате. Мне так нравилось у нее бывать. Она пела песни. Иногда разрешала мне играть с ее маленькой дочкой Сонечкой. А потом пришла моя мама. Она, наверное, не знала, что я там. Позвала Таню на улицу. Сказала, что им нужно о чем-то поговорить. То есть Таня ушла, а ты осталась в ее комнате? Да. Но Сонечка так плакала, и я никак не могла ее успокоить. Я пошла на улицу, стала везде искать Таню и нашла ее у пруда. С моей мамой. А что произошло тогда, когда вы оттащили Шестакову от Татьяны? Я отвел ее домой. Налил стакан водки, чтобы она успокоилась. Сказал ей, что лично приму у нее добровольное признание и готов содействовать, чтобы она получила условный срок. А потом я увидел, что в дверях стоит Володя. Володя муж Шестаковой – это ваш друг? Да. Друг. Черт. Все как вчера было. И дальше? У Володи в руках было ружье. И он слышал наш разговор. И догадался, что Таня, его Таня, погибла. И что убила ее Ольга. И он ружье стал поднимать, он хотел ее застрелить. Но там, даже не знаю, как все случилось, борьба, возня какая-то, выстрел. Он, в общем-то, сразу умер. Пуля в сердце попала. Ничего не могли сделать. Понятно. Ну и что ж дальше? Дальше Шестакова сделала мне предложение. Она сказала вам молчать. О том, что произошло с Таней. Она будет молчать о том, как погиб ее муж. И вы, конечно же, согласились. Согласился. А что делать? Что мне делать было, скажите, пожалуйста. Потому что не имел права. Я не имел права запятнать свою репутацию ничем. Ладно, хорошо, это мы поняли. А что случилось с Соней? Шестакова велела забрать заявление из администрации. Я так и сделал. А Роговой велел молчать. Конечно. Тогда Соня получила бы полдома. Ну, а вы пытались разыскать Соню? Нет. Я просто пытался забыть. Получилось? Да ни черта у меня не получилось. Послушайте, я думаю, что Соня в беде. С ней может произойти то же самое, что с Таней. Нужно что-то делать, пока не поздно. Если уже не поздно. Разберемся, спокойно, разберемся. Да, Илюшин слушает. Едем. Поехали, Серега.
ружье Яновского, которое пропало у него из дома. Если я правильно понимаю, Макара стреляли именно из него. Возьми. Итак, мать собрала вас в библиотеке и рассказала, что Соня – это дочь утонувшей Татьяны Крыловой и вашего отчима. Прибыла сюда, чтобы получить часть своего наследства, так? Мама сказала, что встретила Соню во флигеле. И та сразу ей объявила, что хочет отсудить половину дома. Для мамы это был удар, имение для нее это была вся жизнь. То есть Шестакова вышла из себя? Но она не хотела убивать Соню. Сказала, что вообще не понимала, как это произошло. Она очнулась, и девушка уже лежала на полу с разбитой головой. Что было дальше? Мама сказала, что она отвезла Соню в лес в машине, в багажнике. Там хотела ее закопать, но у нее не было ни сил, ни времени. Просто закидала ее ветками. Ольга Федоровна ошиблась? Эта девочка Соня не погибла? Она каким-то образом добралась до хижины Яновского и все им рассказала. Яновский позвонил маме, стал ее шантажировать, потребовал денег за молчание, но мама не поверила, что все останется в тайне. Шестакова была дома у Яновских. Да, она хотела, чтобы все выглядело, как будто это ссора. То есть из дома Яновских она отправилась в охотничью хижину? Мама искала ее, но Макар с Сергеем ей помешали. Это ваша мать стреляла в Макара? Она все время плакала, просила прощения и плакала. Потом меня выставила за дверь. Потом раздался выстрел. Да, где сейчас Соня? Надо найти ее. Значит, есть информация. Девушка отправилась в сторону охотничьей хижины у старой запруды. Задача – прочесать лес. Двигаемся в сторону запруды. Может, удастся найти ее живой. Идемте. Ну, пошли. Я не знаю, как это пережить, Лень. Правда, не знаю. Зачем она это сделала? Что? Что покончила с собой? Наверное, не видела другого выхода. И когда поняла, что произошло, не смогла с этим жить. Я тоже не хочу с этим жить. Значит, что моя мать убийца. Ларочка. Все пройдет. Поверь. Мы справимся. Все равно она наша мама, и она очень много нам дала. У нас было прекрасное детство. Помнишь, какие она устраивала нам праздники? И какие мы делали домашние спектакли? Да. Ты всегда хотела играть злодея.
Мама хотела, чтобы я была принцессой. Мама всегда хотела, чтобы ты была принцессой. Но ты любила казаки-разбойники и прятки. Ты всегда выигрывала, лучше всех пряталась. Но до сих пор не могу понять, где ты умудрялась так хорошо прятаться. В тайной комнате. Что? Ларочка, тайной комнаты не существует, это семейная легенда. Существует. Мне Таня рассказала. Ты мне никогда не говорила об этом. Ну, я забыла, наверное. А сейчас ты спросил, я и вспомнила. Погоди, а где она находится? Я же в свое время обшарил весь флигель. Я не помню точно. Меня Таня туда пускала. Я вбегала, она меня запускала. Там, по-моему, в печке какой-то рычаг. С ума сойти. Макар, Лариса прилегла, побудьте с ней, пожалуйста. А вы куда? Я хочу присоединиться к поискам Сони. Понимаете, Макар, я не могу здесь оставаться, зная, что по вине матери в лесу пропадает девушка. Это вина нашей семьи. Лес я знаю очень хорошо. Там от меня будет больше пользы. Понятно. Не хочешь обезболивающее принять? Нет, спасибо. Слушай, в голове не укладывается. Как такое возможно? Я просто не понимаю. Ладно, она ударила эту девочку в состоянии аффекта. А потом погрузила в машину, вывезла в лес и спрятала тело. Более того, вернулась в дом и продолжала пить чай и вести светские беседы. Как такое возможно? Да, в таком-то возрасте. Откуда силы берет? Еще с больной рукой. Как ты сказала? Что? Ты умница. Что? Подожди. Надо кое-что проверить. Маркин, что такое не с вами? Да нет его здесь. Он дома должен быть. Что ему здесь делать-то? Нет. Хорошенькое дельце. Да ты мне можешь объяснить, что случилось, Макар? У Шестаковой больная рука. Да, и что? Ты права, она не могла это сделать. Кто? Это сделал ее сын, Леня. Однажды он пришел домой весь грязный, сказал, что они вместе с Яновским ставили капкан. Никаких капканов они не ставили. Он ездил в лес избавиться от тела. Черт. Леонид. Сиди здесь, никуда не выходи. А ты куда? В таком состоянии, Макар! Сиди здесь. Я получила письмо. Мы ведь жили с мамой здесь, когда я была маленькая. Маленькая дрянь. Ты ведь приехала сюда не для того, чтобы узнать про маму. Ты приехала забрать дом! Наш дом! Мама часто пела мне песни. Садись! Это дом Шестаковых. Он всегда был и будет, а ты сгниешь здесь, и никто не узнает!
была не Шестакова. Это был ее сын. Она позвала сына. Я ему объяснила, зачем приехала. Он сперва был спокоен, а потом начал кричать, что, мол, дом никому не отдаст. Даже накинулся на меня. Разговор закончен. Ничего не получишь. Он меня ударил, и я теряла сознание. Я очнулась в какой-то яме под ветками. Я поползла по лесу и наткнулась на хижину Яновского. А Яновский меня перевязал, накормил и сказал, что нельзя обращаться к местным полицейским, мол, у Шестаковых все куплено. Обещал меня отвезти в город, в полицию. Я его ждала, но вместо него я увидела, как к хижине подходит сын Шестаковой. Я не помню, мне чудом удалось бежать. А скажите, как вы добрались до усадьбы? Я не помню. Мне было так плохо. Я спряталась во флигеле. Там я нашла платок мамы, который я помню с детства. А ночью пробралась в дом. Я хотела позвонить, но телефон не работал. А вас я совсем не помню. Это вы меня нашли? Да. И помогла мне в этом Лариса Шестакова. Я услышал их разговор с братом, и она сказала мне про эту тайную комнату, что она существует. Я сразу подумал, что вы можете быть там. И слава богу, что я не ошибся. Только не могу понять, как вы нашли этот вход. Вы же тогда еще были совсем маленькой. Может быть, вспомнили что? Я думаю, это дух. Ты о чем? Дух Сониной мамы, он ей помог. Что, помог найти тайную комнату? Угу. Ларис, духов не существует. Это детские воспоминания, которые вышли наружу в стрессовой ситуации. Но ты же говоришь, что Таня открывала дверь, а Соня видела, как она это делала. Но она была совсем крошкой. Дети способны помнить себя с 5 месяцев, это научно доказанный факт. А Соне тогда было уже больше года. Я должен тебе кое в чем признаться. Это важно. Заключение от баллистиков только что пришло. Ты был прав. Шестакова в себя не стреляла. Ее собственный сын убил. Ну, понятно. Покушение на Соню, двойное убийство Яновских. То, что на Макара стреляла, это даже не считаю. Потом мать застрелила, чтобы стрелки на нее перевести и сухим из воды выйти. Хорошая попытка. То есть ты не веришь в призраков? Призраки существуют только внутри нас. И очень здорово могут испортить нам жизнь. Я не имею отношения, Лариса, ни к парапсихологии, ни к зеленым человечкам, ни к спиритическим сеансам, ни к любому другому шарлатанству. Я врач. Я клинический психолог. И моя задача – помочь пациентам вытащить их подавленные чувства и научиться смотреть страху прямо в глаза. Подожди. А наши сеансы, ты что, врал? Нет, не совсем так. Наши сеансы помогали нам настроиться на нужную волну, чтобы вытащить вот эти твои подавленные воспоминания. Я пишу сейчас диссертацию на тему, как помочь людям, которые верят в тонкий мир, путем этой веры. Понимаешь меня? Ты что, меня использовал? Нет. Нет. Сначала я просто хотел помочь тебе. А потом тебе мой случай показался интересным? Нет, не совсем так. Потом, когда я узнал тебя поближе, я понимаю, что это не профессионально, но я ничего не могу с собой поделать. Но, честно говоря, я и не хочу ничего с собой делать. Я люблю тебя, Лариса.
Если ты сможешь простить меня, то я обещаю тебе, что я сделаю все для того, чтобы ты была со мной счастлива. Он был моим научным руководителем. Взял к себе в интернатуру. Я его очень любила. Еще с института влюбилась. А потом узнала, что он дал безнадежному пациенту смертельную дозу морфия. И взял своего родственника за это деньги. Потом я узнала, что это был не единичный случай. Его поймали за руку. Было расследование. Я дала ложные показания, чтобы его защитить. Потом уволилась. Так что вот, пытаюсь начать жизнь заново. Я одна. И меня это абсолютно устраивает. Все. Знакомая история. Да? Мы с тобой два сапога пара. Слушай, а может, нас поэтому тянет друг к другу? Не знаю. Но то, что тянет, это факт. Иди ко мне. Нет. Иди. Нет, нет, нет. Макар, мне пора. Перестань, у нас полно времени. Нет. Не хочу, чтобы ты никуда уходила. Ну вот, началось. Не хочу, чтобы ты никуда уходила. Все было хорошо. И не надо ничего усложнять. Да? Да, ты права. Спасибо за ночь. За то, что спасла мою жизнь дважды. Ты тоже меня спас. Так что мы в расчете. Береги себя. Ну что, Сереж, прав я был? Нет никаких привидений. Все это сплошной трюк. Видишь, как жена Лёни Шестакова оказалась куда сообразительнее своего мужа. Нашла эту комнату, ход из которой вел в спальню. Кстати, эта спальня раньше принадлежала их прадеду, который посещал свою любовницу в тайне, и никто об этом не знал. А Инга Олеговна воспользовалась этим ходом по-своему, Сереж, чтобы свекровь пугать. Вот. Вот и все. Серег, останови машину. Что? Машину останови. Я должен идти. Макар, ты чего? Макар! Серег. Макар! Потом, Сереж. Макар, прекрати! Макар! Серег, я должен вернуться. Ну ладно тебе, что ты? Давай я тебя подвезу. Серег, все, до встречи. Ты уверен, Макар? Макар! Шеф, до санатория. Пашенька, посмотри на меня. Посмотри, девочка. Ты моя хорошая. Лариса, ты хорошо подумала? Ну, это надолго. Это нелегко. Я никаких гарантий не даю, что результат будет. Ксения Ильинична, ну она же совсем одна осталась. Яновские умерли в больнице, от нее отказались, сказали, что это неизлечимо. Предложили в интернат сдать. Что вы думаете, ей тут хуже, чем в интернате будет? Это я все хорошо понимаю. Просто тебе придется очень тяжело. Я только об этом говорю. Паше нужен уход. Я привыкла. Я же о маме всегда заботилась.
о гостях наших. Главное, что она совершенно одна. Я знаю, что такое быть без семьи. Ларис, ну ты же хотела уехать отсюда. Да, мне так казалось. Ну? Уехать, начать новую жизнь. Без Леньки, без мамы. Одной. Домечталась. Слушай, в том, что произошло, нет твоей вины. Ларис, ты не виновата. Сева тоже так говорит. Но знаешь, что странно? Что как только появилась настоящая возможность уехать, я поняла, что не хочу этого делать. Это же мой дом тоже. Так что не волнуйся, с Пашей все будет хорошо. Сева будет с ней заниматься. Сева? Он не хочет возвращаться обратно в Москву? Нет? Он диссертацию пишет, сказал, что тут лучше пишется. Он сказал, что истерический паралич очень плохо, мало у нас пока изучен. Он хочет попробовать какую-то новую американскую методику. Ларис, я очень за вас рада. Мне пора. Я побегу. И я надеюсь, что все у вас получится. Пока. Все у нас получится. Да, красотка? Ну вот, вернулся с полдороги. Я хотела, чтобы ты вернулся. Что дальше, Макар? Не знаю. Что нам с этим делать? Поживем, увидим. Макар, ну ты же обещал вернуться в Москву еще на прошлой неделе. Скажи мне, ты думаешь приезжать или нет? Мам. Успокойся. Я тебя ни с кем знакомить не собираюсь. Я знаю, что у тебя уже есть девушка. И я очень этому рада. Теперь ты не будешь жить один, не будешь на бегу хватать. Слушай, она может вечно а говорить. будешь полноценно обедать дома. Кстати, у меня есть чудный китайский сервиз. И я подумала, что может быть... Мам, подожди. С чего ты решила, что у меня кто-то есть? Ну, помнишь, я тебе говорила про одну знакомую? Она гадает на кофейной гуще. Так вот, она сказала, что у тебя есть девушка красивая, шатенка. Слушай, мам, я тебе позвоню по поводу сервиза. Все, пока. Ты представляешь? Мама в курсе наших отношений. Говорит, что ей какая-то гадалка нагадала и увидела тебя в кофейной чашке. Мат! Макар, я не верю в кофе, кофейные чашки. Я уже готов во все поверить.